России начали собирать китайский кроссовер Havail Dargo. Производство новинки наладили в режиме полного цикла на заводе Havail Motors Manufacturing Cruz в Тульской области, где собираются другие Havail'ы для нашего рынка. Автомобиль поступит в продажу до конца года и будет доступен с безальтернативным бензиновым турбомотором мощностью 192 лошадиные силы, с 7-диапазонным роботом с мокрым сцеплением и передним либо полным приводом. Производство ведется по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Причем подготовка велась прошлой осени, так что конвейер был готов еще в конце зимы. В Китае кроссовер продается под именем Dagou или Big Dog. За него на родине просят от 1 миллиона 900 тысяч рублей по текущему курсу. Как сообщает пресс-служба Havail, российское имя Dargo расшифровывается как Dare to Go – смело отправиться в путь, что передает концепцию новинки, рассчитанной как на город, так и на бездорожье повышенной сложности. Dargo построен на той же модульной платформе с поперечным расположением двигателя, что и Jolion. Но по размерам он больше и чуть длиннее Toyota RAV4 – 4620 мм, колесная база 2738 мм. Заявленный дорожный просвет 200 мм. На российском рынке Havail Dargo представлен с единственным 2-литровым турбомотором 4N20, который имеет непосредственный впрыск топлива и отдачу в 192 лошадиные силы 320 ньютон-метров. Коробка передач только 7-ступенчатый робот с 2 мокрыми сцеплениями. Предусмотрены версии с передним или полным приводом. Обе имеют независимую заднюю подвеску. В оснащение полноприводного Dargo на российском рынке включена система выбора режимов езды с 8 профилями, 18 либо 19-дюймовые колесные диски и автопилот 2 уровня, получающий данные с 14 радаров и 5 камер. Кроссоверу положен пакет теплые опции с подогревом передних и задних сидений, лобового стекла и форсунок омывателя. Цены пока не объявлены, но за ориентир можно взять близкий по размерам и характеристикам рестайлинговый кроссовер Havail F7, который сейчас стоит 2 миллиона 700 тысяч рублей. Безусловно, запуск производства – это хорошая новость. Но как вы считаете, в нынешних условиях Dargo будет пользоваться спросом? Напишите свое мнение в комментариях. Также напомню, что в описании под видео и закрепленном комментарии я оставляю ссылку на свой Telegram, Яндекс.Дзен, Рутюб и Контакт. Там можно найти еще больше контента и автоновостей. Переходите, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.